Добрый день, уважаемые партнеры, коллеги, инвесторы, хейтеры, тролли, друзья, недруги. Прокуратуре привет. ОБЭП тоже с наступающими всех праздниками. Потому что у людей тоже праздники. Но сегодня мы немножко с необычного ракурса работаем. Ребята, операторы работают. На самом деле, вы привыкли видеть нас с Александром в этих креслах. Но сзади хромаки, ясно, понятно. Если вот сюда развернуться, посмотреть, значит, здесь у нас работа тоже операторов, там звукорежиссерская. А вот здесь вот впервые, наверное, сейчас увидите рабочее место звукооператоров, видеооператоров, режиссеров. Вот они сидят за этими местами и, в принципе, работают во время вебинаров и наших передач. Наверное, вы видите это впервые. Как это выглядит сверху. Свет, спереди свет и так далее. Вот как-то так это выглядит. Поэтому для того, чтобы вы видели качественную картинку, одновременно работает несколько человек. Но сегодня мы вам покажем не только это. Мы покажем то, чем вы немножко ранее интересовались. А это, в принципе, как идут разработки. Поэтому мы выйдем из оператора и двинемся тут недалеко. И зайдем в одно интересное помещение. Включим свет. И тут видно, вот интересные штучки вон лежат, видите? Если присмотреться, это бытовая техника, вон, видите? Вернее, упаковка от них, да? Вот. А вот там лежат статоры. Вот здесь вот целая коробка роторов лежит от наших двигателей. Вот, в принципе, потроха двигателя, которые мы заменяем. Так что потихоньку здесь то, что не в работе, лежит то, что для испытаний. Дальше помещение, здесь вы видели кое-что, да? Что можно примечательно показать тоже еще. Допустим, вот такие вот платы, это целая коробка. Это сборка. Тут наша сотрудница занимается. Это сборка контроллеров осуществляется здесь. Татьяна работает. Комплектация. Все рабочие места. А здесь собираются Горынычи. В принципе, это делается остаточная партия их. И на этом будет все. Продадим. Какое отношение еще имеет это помещение к двигателям встраиваемым и вообще к асинхронным двигателям, тяговым двигателям? Это вот эта машинка. Очень интересная машина. Это, в принципе, станция для намагничивания магнитопластов. Сделано это, разработано нами, изготовлено. Установка очень интересная. Здесь стоят разные штучки для нее. Смысл и назначение ее какой? В автоматическом режиме намагничивать датчики энкодеров, выполненные из магнитопласта. Поэтому эта установка позволила нам развязать руки от китайских импортных поставок. Механизацию, автоматизацию – это вещи. Ребята, конструктора, технологи занимаются, делают. Она фактически у нас уже во многом готова. Делаем. Нам пока механизация большая не нужна. Достаточно для наших работ и этих возможностей. Поэтому мы, сделав ее, решили очень большую проблему. Очень большую проблему. Вы видите станочек небольшой. Это станочек сделан для того, чтобы проверять датчики. Здесь наклеен магнитопласт
намагничены уже. Здесь ставится платка, опускается. Но он опускается, вращается раз, и на осциллографе смотрится картинка, как работают датчики. Это типа установочки для ОТК. Пойдемте дальше. Вот здесь мы заходим в маленький дурдом. Это конструкторский отдел. Видно, что люди работают. Вот сюда, если заглянуть, только что завершилась печать очередной детали. А вот сверху, наверное, даже лучше будет глянуть для очередного устройства. Да? Вот тут все прототипирование идет. Тоже вот лежит, да, устройство. Тут видно, что много чего. Вот донор, да, вот он. Сейчас видно, что у него потроха извлекли. Косилка. Вон у Сергея лежат уже детали. Покажите, пожалуйста, от оператора, да. Он дорабатывает. Вот сейчас идут все доработки по двигателю. Встраиваемые вот в эту газонокосилку. Газонокосилочку, да. Вот здесь вот сверху вот лежит контроллер. Тот контроллер, который предназначен для замены американца. Прошу любить и жаловать. Это на 20 киловатт, и это на 20 киловатт. Можно сравнить. Это уже наше изделие. Его надо ставить в производство, но для этого надо некоторые силы еще приложить. Вот могу показать еще. Есть варианты, да, такие тоже. Потому что здесь выходы несколько другие, а там вот такой. Вот этот прототип, этому уже времени много прошло. Это он у нас как исторический артефакт лежит. Это еще, может, помните, катались на моторколесе Колобке 318. Вот он здесь так и лежит. Живет своей жизнью. Ну а здесь вот видно, вот еще одна машинка, это фрезер. Тоже с ним занимаются. Вот здесь вот видно, да, вот лежат уже готовые статора. Вот статор с ротором. Тоже, да. Лежит тут, вот видно, вот интерсколовские, вон этих двигателей, да. Сюда, если глянем. Здесь вот Девольта тоже уже. И все это сейчас оснащается нашими приводами, нашим двигателем. Здесь, вот Сергей тоже. У нас, кстати, интересная ситуация. Дверь прикрой. Интересная ситуация. У нас все конструктора Сергея. Проходи. Вот здесь вот тоже интересное изделие. Это помпа для перекачки топлива из бочки, топливозаправщик. Вот тоже ребята его переделают. Вот здесь еще одно рабочее место. Вот тоже видно всякая оснастка. Вот образцы, вот в данном случае это зубы. Вот это вот интерскол, лежат ручки. Вот это вот, в принципе, торцовочная пила. Да, если мы посмотрим, вот она вот собирается вот таким вот образом. Это прототипы для проведения испытаний предварительных, размещения, решения, потому что сразу делать в металле смысла нет. И вот если мы посмотрим, вот здесь торцовочная пила у нас. Лежит, вот она разобрана. Вот одна из деталей, нижняя она останется вот такая вот, которая была. А вот эта деталь уйдет. Двигатель был вот такой длины, станет вот такой вот. И это позволит вот эту пилу, стол наклонять как в одну сторону, так и в другую на 45 градусов. Что, естественно, повысит потребительские свойства, качество. И плюс, возможно, будет регулировать обороты. И вот еще одна такая интересная вещь, которую мы с вами хорошо помним.
Надеюсь, это вот мотор-колесо разобрано. Почему она здесь находится сейчас? Потому что с ним ведется работа. Работа интересная. Сейчас мы спустимся после этого кабинета вниз и покажем, как ведется процесс подготовки, заливки ротора вместо меди алюминия, что позволит снизить массу мотор-колеса, это первое, не подрессорено. Второе, это позволит нам создать другие виды продукции, другие моторы, другие изделия, которые на сегодняшний день, поставка которых на сегодняшний день прекращена в Российскую Федерацию. И спрос на эти изделия критичный. Ну, приоткрою, наверное, карту. На стройплощадке приоткрыли и здесь приоткроем. Да? Это речь идет о лифтовых лебедках без редукторов. Там, где нет редукторов, где напрямую на шкив накидываются ремни. Это позволяет делать лифты без шахт на крыше. Они мало шумят, в них мазут не протекает, ничего. Это очень чистые такие вещи, это вот со стеклянными кабинами и так далее. Это вот прекраснейшие лифты. Поэтому мы с вами сейчас заглянули в сердце, да? Одно из сердец, потому что у нас сердец много, где решаются будущее, готовится будущее. Вот и уже на сегодняшний день мы видим, что нам не хватает площадей, потому что вот это все уже можно ставить в производство. Потому что вы видите, какое количество, это же не единичные уже изделия, да. Вы видели, там лежат ротора, здесь лежат ротора. Все это уже производится десятками и более штук. Вот поэтому уже все, из штанишек выросли. А, кстати, сейчас я для сравнения вам покажу одну такую вещь. Чтобы понимали, чем отличаются наши технологии от обычных. Видите, вот этот вот статор, это торцовочные пилы. Вот то, что мы показывали только что, да? Это то, что вот сейчас ставится. И вот то, что наше. А? Сравнение о чем-то говорит. Наверное, не в нашу пользу или наоборот в нашу пользу. Вот в чем отличие. Ну и, соответственно, все остальные дела. А сейчас мы с вами опустимся на первый этаж. Кстати, вот тоже, видите, всевозможнейшие прототипы лежат, которые мы испытываем, проверяем и потом уже переводим в металл. Еще, кстати, сейчас немножко задержимся. Сейчас подойдите сюда, пожалуйста, ребят. Вот видите, здесь лежат вот такие вот интересные вещи, да? Вот лежат, вот. Вот это, кстати, от того статора ротор, видите, какой большой по сравнению с нашим. Все вот это, да? Это все заготовки, либо образцы, которые сделаны для того, чтобы двинуться дальше. Вот покажу один пример. Мотор, колесо, ротор, помните? Раньше какие были пластины, теперь вот эти пластины. Видно, что это сегменты, что они закрываются в замок. Вот здесь я возьму, так вот покажу, да? Видите, они вот так вот замок собираются и сплошное кольцо. Плюс ко всему, они имеют по наружной части вот небольшие приливы. Вот если посмотреть, видно, вот здесь вот такие вот небольшие приливчики. Для того, чтобы предотвратить проворачивание в корпусе ротора. Потому что уже такие прецеденты были у нас. Ну вот, тоже очередное решение. Здесь вот всевозможнейшие вещи. Здесь вот такие вот очень интересные штуки. Все это связано с технологией. И все это требует сейчас дополнительных площадей. Поэтому, если бы мы уже с вами достроились, все бы это сейчас перебросилось туда и началось бы устраиваться в единую линейку по производству встраиваемых двигателей. Для этого основное готово. Потому что сейчас делать оборудование, то, которое разработали конструктора, ребята, ну, в принципе, невозможно, некуда ставить. Пойдемте вниз. Так, вот мы с вами пришли на первый этаж. Ну, и начнем, пожалуй, с лаборатории. Так, я тут зацепилась немножко. Ничего страшного.
В лаборатории мы видим, что идет процесс. Несколько машин стоит. Вот на испытании машина стоит. Вот там на испытании стоит машина. Вот двигатель с фазным ротором стоит. Это Siemens с тормозами стоит. Это сейчас проходит испытание определенная часть технологической установки. Очень интересно. В будущем о ней расскажем. Вот. А самое интересное, наверное, если мы пройдем сюда, вот эта штука. Вот здесь видно, да, вот стоит интерсколовский донор, проходит испытание, вот датчики тут температуры выведено, вот управление подключено и так далее. Здесь терзаем контроллеры, терзаем двигатели, создаем разные режимы убойные. Это уже не просто вот идет испытание, да, это попытка убивать, моделировать такие условия, которые могут возникнуть в процессе их эксплуатации. Ну, вот есть такая профессия тестеры, да, которым дают, чтобы они убили. Вот здесь задача стоит убить. Убить и определить, что не выдержал. Вот сейчас такая работа идет. Поэтому спрашивали про ОШМ когда, да? Ну, вот усиленными темпами делаем. Хотя вы видели, сколько там плат на сборке идет, а это только на сборке коробки, да, а уже собранные лежат и так далее, те, которые смонтированы. Поэтому процесс идет, все в процессе. Процесс очень активный, задействованы все сотрудники. Вот сейчас обеденный перерыв, фактически мы стараемся, конечно, не мешать, когда работаем, потому что да, здесь шум, гам, записать практически невозможно. Вот это вот стоит там частотник, да, для питания двигателей переменного тока разной частоты. Вон машина охлаждения, когда воздушное охлаждение, когда она работает, тут рев стоит как от самолета, потому что остальные машины, они с водяным охлаждением, поэтому таких неприятностей мы не испытываем. Ну вот вкратце все, что здесь идет речь об испытаниях. И вот то, что испытываем мы не одну машину. Вот видно, видите, вот здесь лежит машинка, вариант, да. Вот лежит тоже, кишки наружу торчат и так далее. Это все убивается. Но это еще не убито. Понимаете, вот, там есть некоторые решения, проверяем и так далее, потому что все-таки это корпус приспособлен. И мы сейчас отрабатываем решение по корпусу, для того, чтобы можно было его заказать, пресс-формы, уже в заказе учесть все требования, все возможные ситуации, чтобы потом не говорить ай-яй-яй, а вот это забыли, а вот тут промахнулись. Это допускать нельзя, потому что пресс-формы стоят дорого. Вот, но тем не менее, эту деталь придется менять. Потому что если вот посмотрите, да, вот узел подшипниковый крепится здесь. Раньше он крепился вот здесь, потому что двигатель короче, вон, видите. Если мы ротор туда будем ставить, ну, пришлось подшипниковый узел перемещать. Так что вот такие вот вещи приходится учитывать. Вот, если взять, можно, наверное, показать. Вот видите, он ротор вот так вот раз, и там. А здесь дальше редуктор. Вот. Здесь вентилятор. Так что такие проблемы приходится решать. Вот эти вот все валы, которые здесь лежат, уже чертежи отработаны, проверены многократно, и можно присваивать литеру, потому что по ним собрана уже установочной серии. Пойдемте дальше. Теперь сюда заходим. Вот тут творческий бардачок. И вот покажем одну интересную вещь технологическую, да? Догадайтесь, что это? Да? На самом деле это печь для литья под низким давлением. Она позволит нам проводить заливки роторов в автоматизированном, роботизированном режимах. И в автоматизированном, роботизированном, потому что здесь объем рассчитан как раз на
Вот если 60 килограмм, да, у нас 0,5 килограмм в одной, в двух, 120 штук залить, и потом плавка. Вот, ну опять, вот, видите, обратите внимание, сзади опять, ну что такое, опять мотор, колесо. К чему бы это, да? К чему бы это? Вот, пойдемте дальше. Но здесь вот мы видим с вами, да, вот, масса моторов лежит, с ними тоже идет работа. Здесь вот на стеллаже вы видите моторы. Вот Арестова, это наши моторы уже. Тут и тяговые моторы есть, и вообще промо. Это уже классы энергоэффективности, Е3 моторы. Подтвержденные в лаборатории, испытанные. Теперь сюда пройдем. Вот здесь вот видно, Алексей у нас активно режет, вот видно сегменты. Если кто говорил, что 318 колобок забыт, ох, как глубоко он ошибался. Просто у нас не было технологической возможности. Вот смотрите уже, да, вот сколько. Здесь лежит и там еще лежит сейчас под заливкой. И если смотреть, вот туда наверх посмотрите, тоже какое количество роторов, те же самые статора, причем разные размеры. Если можете наблюдать, здесь вон лежат, вон пачками лежат, вот пачками лежат. Работа идет и идет интенсивно. А если сюда заглянуть, то мы можем увидеть наше прошлое. О как! Это было вот так, раньше выглядело, да? Теперь представьте, сколько отхода металла было, насколько это было нетехнологично. Но в то время мы по-другому делать не могли. У нас не было технологий, не было таких возможностей, как сейчас. Поэтому это уже пройденный этап. Был такой вариант. И сейчас покажу. Вот он вариант тоже. И вы видели на листе, раскрою, насколько там меньше отхода, да? По материалам. Это небо и земля. Это снижение себестоимости. То, к чему мы стремимся. Потому что не проблема сделать. Проблема сделать с той ценой, при которой бы люди даром деньги не отдавали на всякую фигню. Но если сюда зайдем, то тут намного все интереснее. Вы видите вот такие вот вещи. Кольцо принесите, пожалуйста, одно туда. Вот такое. Вот кольца. Это так называемые модели. Не, вот роторное кольцо, на ротор. Все это технологии литья. И вот вы можете посмотреть, вот, пожалуйста, здесь он лежат. Да? Это отлитые ротора, встраиваемый двигатель для ушеньки, еще не обработанные. Вот этот. А это вот могу продемонстрировать. Вот так оно где-то выглядит, да? Вот сюда. Это вот формирователь литника, это модель, на которой собирается пакет, потом это формуется, выплавляется и потом заливается алюминием. Поэтому, освоив в начале технологии вот здесь отработав режимы, мы с вами перешли к 318 колобку. Вот. И сейчас пока что для заливки, ну вот мы смотрим, видите, вот это вот предтеча было, да? Ротора какие были у нас. Вон они. Так, хорошие на массу. Да? Все, их век прошел. Они свое отработали, свою задачу выполнили. Они показали реализуемость этой технологии. Теперь мы будем делать все по-другому. А вот, кстати, еще одна вещь. Если помните, это еще один наш проект. Это 186-й колобок. Он на очереди. Ничто не забыто, ничто не прошло. Все в работе. Поэтому масштаб работ, который осуществляется, но мизер по сравнению с тем, что было раньше. Да? Несопоставимо то. Это шутка, конечно. Раньше таких возможностей не было. И лишь привлечение инвестиций, участие всех позволило вот это все делать. Другого пути
коллеги, нет. И не надо выдумывать, не надо говорить про какой-то сарай и так далее. Вот еще один проект, который ждет. Это будущее тяговых двигателей. Пока раскрывать не буду, в чем суть его. Здесь вы видите тоже, вот смотрите, лежит много оснастки, да? Вон оснастки лежат тоже. Это так называемые опоки. Здесь, вон видно, сколько металла, да, отхода. Это все будет перерабатываться. Все будет перерабатываться. Поэтому, ну вот еще можем посмотреть, да, вот такие вот чулки. Это тоже из силикона, для того, чтобы можно было заливать, делать. И все это возможно стало только при наличии определенного оборудования. Допустим, вот у нас с вами есть печь Ундетерм, не есть гранулятор, который позволяет, ну вот смотрите, вот допустим, вот такие куски алюминия лежат, вот такие, да, переплавлять в гранулы и делать более точные навески. Потому что это у нас, допустим, вот литники, остатки литников, их тоже надо перерабатывать. И вот сейчас, подойдите сюда, пожалуйста, вы можете видеть подготовку к заливке ротора 318 колобка. Вот сейчас готовится. Сама опока сейчас находится в шкафу. Вчера провели дегидратацию физически связанной влаги. Сейчас химически повысили температуру. А потом произведем выплавку оттуда этого материала и сюда и поехали. А вот то, что установка для литья под низким давлением, мы с вами только что смотрели, вот под нее есть такая вещь, вон он, это выходной каскад, трансформатор, это вот индуктор сам, все будет плавиться токами высокой частоты. Это наименее затратный способ, потому что если я раньше в Брянковском управлении шахтостроя механизации сумел понизить энергозатраты с 37,5 кВт-час на килограмм годного литья до 2,5, то здесь опустимся до 0,9. Теоретический предел 0,45. Поэтому вот считайте, да, насколько ниже. Если у нас с вами здесь полкилограмма, значит 0,5 киловатт-часа, значит в плане затраты электроэнергии 0,5, сейчас по 4 рубля, да, идет? 2 рубля. Да? Вот условно. Но плюс ко всему там затраты еще это самый литничок, там все остальное. В общей сложности получается где-то рубля 3. Это как? Много или мало? А то, что раньше делали с меди, там 3-4 порядка. Поэтому это несопоставимо. Вот такие движения на сегодняшний день. Вон, смотрите, сколько уже заготовлено алюминия для плавки, да? Очень много подготовлено. Вот еще одну вещь покажу вам, интересные вещи. Ну вот, смотрите, вот это вот плавильная печь, формовочный воск плавит, да? Парафин формовочный. Вот это вот вакуумная установка, где происходит вакуумирование для удаления пузырьков при заливке. Да? Так что все это, все, что здесь находится, все, что сделано, это все сделано на средства инвесторов с приложением сил, ума и энергии коллектива Совалмаш. Это стало реальностью. Там видели, что делается, да, какой объект сделан. И здесь. И что здесь самое важное, скорее всего, даже не железо, даже не металл. Наиболее важно – это документация и технологии, режимы. Все то, что опробировано, сделано, подготовлено и проверено. Самое главное, проверено. И вот те чертежи, по которым все это делается, те же технологические карты, там будет стоять уже литера О1. И это представляет ценность, потому что это проверено, это не идеи, это не предпосылки, это сделано. И, кстати, еще одну вещь покажу вам, чтобы не было иллюзий. Видите, комплект лежит. 318. Ждет. Я думаю, что не сегодня, а завтра
послезавтра. Ну, загадывать не будем, как всегда, планы. Давайте о планах говорить, когда они уже сбудутся. Мы с вами увидим нового Колобка, и не только Колобка. Еще много чего интересного на его основе. Так что всем спасибо, всем хороших выходных. С наступающим 9 мая, с великим днем Победы. Здоровья всем, берегите себя, успехов, все будет хорошо. До свидания.